Борис Леонидович, хочу задать вам вопрос. Вот опубликовано заявление Совета ЕС, из которого следует, что дано окончательное одобрение на запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. Вот премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже назвал этот запрет на импорт газа из России в Европейский Союз идеологической глупостью, а также энергетическим самоубийством. Как бы вы смогли прокомментировать эту ситуацию и как, на ваш взгляд, будут переориентированы газовые поставки в связи с этим запретом на импорт газа из России в Европейский Союз? Что касается позиции Словакии и Чехии, с ними самое понятное. У них нет морского побережья, у них нет возможности самостоятельно закупать СПГ. Соответственно, все варианты поставок, допустим, через газотранспортную систему Германии, затем Чехии, Словакии, для Венгрии Словакия тоже станет транзитным местом. Все это только повысит платежи и снизит надежность. Одно дело трубопроводные поставки, которые идут безостановочно, другое дело, когда надо подождать пару недель, пока придет очередной газовоз. При этом известно, что Венгрия уже подала в суд на это решение Еврокомиссии, но с какой скоростью европейские суды отреагируют, я прогнозировать вот точно не берусь. Что это означает для Европы? Мы как-то все расстраиваемся по поводу того, что сложно у нее с газом. Условия зеленой сделки никуда не делись. В соответствии с ней к 50-му году ископаемые энергетические ресурсы Евросоюза вообще будут не нужны. Так что мы за них переживаем, не очень понятно. Если присмотреться к тому, как там все это выглядит в документе в этом, который уже опубликован и должен вступить в силу, по-моему, через 48 часов после момента публикации, там оставлены лазейки достаточно очевидные. Запрет на российский газ, да, есть. Да, страны должны доказывать нероссийское происхождение, за исключением двух государств, Соединенные Штаты и Великобритания. Великобритания, которая является сама крупным импортером природного газа, естественно, поставлять ничего не может, но перепродавать она может все что угодно. То есть дырочки оставлены, как ими пользоваться, пусть решают европейские компании. Это все-таки не совсем политический документ, это документ, касающийся торговли. Здесь окончательное слово, разумеется, за европейскими энергетическими компаниями, а не за государствами. Так что будем смотреть, что будет происходить. Но, на мой взгляд, перспектива достаточно очевидна. Если Европа намерена снижать потребление газа, что мы здесь можем сделать? Они сами все решили. Да, есть турецкий поток, да, пока он работает, причем с перевыполнением планов. Да, за январь весь СПГ, произведенный на Ямале, доставлен в Европу. При этом он был не российским газом. Напомню, что в проекте Ямал-СПГ есть акционеры из Франции, Total Energy. Есть государственная компания Китая, есть китайский фонд шелкового пути. Они имеют полное право забирать свои дивиденды продукции и поставлять куда угодно. Так что я думаю, если в февральской статистике будет опубликовано, что сжиженный природный газ поступает из Китая, так бывает. Пусть они со своими перспективами сами решают, а вот эти объемы поставок, которые были, хорошо, по итогам 2025 года порядка 18 миллиардов кубометров, но для государственного бюджета Российской Федерации это уже не самый большой, не самый серьезный вклад. Не думаю, что наша экономика будет сильно переживать, если эти поставки прекратятся вообще. Вот Эрдоган пусть переживает. У него были проект хаба. А вот в то же время, насколько я смотрела, зарубежная пресса писала о том, что Евросоюз увеличил закупки российского газа в январе нынешнего года. Как бы вы это прокомментировали? Так холодно. Это все как в старом анекдоте. Если ветер будет дуть, бананы с пальмы упадут, а если нет, то не урожай. Вот у них сейчас не урожай. Температура ниже среднемноголетних, спрос растет. Надо где-то брать. Соответственно, я повторю, последние данные, что все, что было выпущено на Ямале в январе месяце, доставлено в Европу. Хорошо. Как это пройдет по статистике? Турецкий поток тоже с рекордными значениями, но
такова судьба Европейского Союза, который сам себе разработал не только зеленую сделку, но и целевую модель европейского газового рынка. Документ принят в 2011 году, реализация началась с 2019. Сначала было не очень понятно из-за ковида, сейчас понятно, во что это превращается. Если говорить об их независимости от российского газа, да, конечно, объем поставок значительно снизился, и приблизительно на тот же объем, на который снизились поставки российского газа, снизился объем потребления. Если это называется замещением, я, наверное, что-то не понимаю. Были еще замечательные европейские министры, которые заявляли, что отказ от российского газа – это обеспечение диверсификации. Черное – это белое, мир – это война, ну и так далее. Пока холодно. Ну, потеплеет, перестанут покупать. Мы передадим слово в Ереван, пресс-центр «Спутник Армения». Пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос такой. Вот агентство Арминфо интересуется, и параллельно наш экономический обозреватель тоже задает примерно тот же вопрос, что в Армении принято концептуальное решение о строительстве атомной электростанции новой, но с малыми модульными реакторами. Правительство Армении недавно, пример заявил, ведет переговоры по этому поводу с США, Китаем, Южной Кореей, Францией, естественно, с Россией. Что может Россия предложить в рамках данного проекта? И имеются ли расчеты относительно того, когда конкретно можно ожидать появления первых малых модульных реакторов? Плюс еще такой вопрос, как оцениваются перспективы реакторов атомной станции малой мощности для модульных энергоблоков? И проводились ли исследования по их экономической эффективности? Спасибо. Ну, проверки экономической эффективности должна проводить сама страна, которая желает видеть у себя малые реакторы, что совершенно очевидно, за вас это никто не сделает. Уж кому, как не самой Армении, оценить, необходимо ей это или лучше воздержаться. Что касается переговоров по малым реакторам с Соединенными Штатами, с Европой, это замечательное мероприятие, проведение переговоров. В общей сложности в мире более 80 проектов атомных станций малой мощности, реализован 2 на день сегодняшний. В 2019 году плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» работает в Певеке. Вот уже 6-й год, никаких проблем не выявлено. Ритм-200Н, тот же реактор, который используется на атомных ледоколах последнего поколения, в наземном исполнении, буква «Н» наземный. Строительство идет в Якутии. Строительство должно начаться в марте этого года в Узбекистане. Проект апробирован, если говорить об Армении, это, конечно, сейсмически опасный регион, соответствующие требования в обязательном порядке у государственного регулятора будут, но с учетом того, что Ритм-200 проектировался под работу в условиях Северного морского пути, с ударами о лед, с разными режимами мощности и так далее, я думаю, что выбор Узатома был совершенно не случайен. Они оценили, они побывали и в Подольске, где реакторы производятся, и в Нижнем Новгороде, где тоже комплектующие производятся. Все они оценили, так что здесь проблем не вижу. Есть реализованный китайский проект. Он первый, он экспериментальный. Чем удобнее, мне кажется, с Россией, не в качестве рекламы, просто совершенно технические вещи. Сейчас на ЗИО Подольск одновременно идет работа над 10 такими реакторами. То есть они вышли на промышленный поток, соответственно, это немножечко ускоряет и время для производства, не снижает стоимость. Мне кажется, это было бы корректнее. Не хочу критиковать китайский проект, просто напомню, что у Китая все еще не появилась собственная технология переработки облученного ядерного топлива. В России таковая имеется, и стандартные контракты Росатома на строительство атомных электростанций сопровождаются и топливным контрактом, и контрактом на переработку облученного ядерного топлива. В случае работы с Соединенными Штатами это невозможно, у них законодательно это просто запрещено. Китай обещает освоить технологии, в декабре должна была начать первая опытно-промышленная линия технологическая, но пока, к сожалению, в открытой прессе не видел, получилось у них или нет. Вот как-то так. Выбирайте, если это необходимо. Для объединенной энергосистемы Армении, конечно, крупная атомная электростанция совершенно ни к чему. Реакторы любят работать на одной мощности. Если вы поставите
не знаю, там, гигаваттный реактор, то как вы его будете регулировать? Придется дополнительно что-то еще делать, и проект только дороже станет. Спутник Абхазия, Сухум, пожалуйста, Инал. Здравствуйте, Борис Леонидович, здравствуйте, уважаемые коллеги. Как известно, Абхазия последние годы испытывает серьезный дефицит генерации электроэнергии. Возможно ли, на ваш взгляд, реализация инвестиционных проектов в сфере атомной энергетики и имеют ли экономические перспективы такие проекты с учетом географического положения Абхазии? Ну, если говорить о географическом положении, о площади республики, оптимальный вариант, если говорить об атомных блоках, это, конечно, плавучая атомная электростанция, легче и с регулировкой, меньше вопросов по поводу сейсмики и так далее, и так далее. Но для того, чтобы в Абхазии появились новые энергетические мощности, необходима очень серьезная подготовительная работа. Я имею в виду, прежде всего, состояние сетей. Ведь вам атомная электростанция нужна для того, чтобы она производила электроэнергию, а не аварии. Правильно? А если нет возможности принять генерируемую энергию в сеть, то будут проблемы. Если это будут реакторы ритм-200, то они, конечно, выдержат все, что угодно, но вам-то это зачем? Надо начинать с сети. Вот где, как искать инвестиции, то, что вам стабильная генерация нужна, я понимаю Ингургэс, я понимаю Каскад, я даже помню про Сухумскую ГЭС, но это, к сожалению, генерация, зависящая от времени года. Там нет зависимости от погодных условий, но зимой генерация снижается, это совершенно естественно. То есть какая-то постоянная генерация вам нужна. Но если говорить о проектах атомных станций, то, наверное, имеет смысл проектировать вместе с какими-то якорными потребителями, с тем, чтобы нагрузка дополнительная не легла на население. То есть такой маленький возврат к временам ГЛРО. Планируете строительство электростанции, планируете и строительство потребителей. Что это может быть для Абхазии? Ну, это, разумеется, только в Абхазии видно. Может быть, расширять мощности порта, может быть, допустим, холодильные установки там поставить, чтобы дополнительная продукция пошла. Они энергоемкие, вполне подойдет. Может быть, в соответствии с новыми веяниями запланировать создание центра обработки данных крупного. Ну и, разумеется, туристическая сфера, куда можно вкладывать, не знаю, строительство теплиц. Но в любом случае нужно начинать с сетей, нужно начинать с наведения порядка с платежной дисциплиной. И только после этого думать о том, что дополнительно потребуется и в каком комплекте это правильно сделать. Спасибо. Передадим слово в Минск. Спутник Беларусь, пожалуйста. Благодарю, Борис Леонидович. Недавно в Минске прозвучала информация, что необходимо строительство третьего энергоблока. На ваш взгляд, что это даст республике и какие могут быть использованы технологии? Ну, какие технологии, Минск уже сказал. Построили 2 блока на базе ВВР-1200, вот давайте третий строить. И сроки определены с 35 по 38 год, то есть спешки нет, можно совершенно спокойно подготовиться, потому что принятие такого объекта генерации в объединенную энергосистему, ну, это такой технический вопрос, достаточно сложный. Напомню, только что обсуждали это, реакторы любят работать на одинаковой мощности для балансировки пикового спроса, поскольку со слегка обезумевшей Литвой по поводу Кровневской гидроаккумулирующей электростанции договориться не удалось. Я напомню, работает 16 блоков Siemens SGS-800. В 4, по-моему, точках вы их вводили. Минская ТЭЦ-5, Лукомольская, Новополоцкая и на Березовской ГРЭС в общей сложности 800 мегаватт. Это газовые турбины, это пиковые электростанции, то есть на момент спроса они включаются на полную мощность. Связано это с тем, что гидропотенциал Беларуси использован весьма основательно, перепада высот так, чтобы можно было организовать гидроаккумулирующую электростанцию, не найти. Пришлось инвестировать дополнительно вот в такие мощности, которые способны выходить на 100% в считанные минуты. Если говорить о третьем блоке, ну, соответственно, надо думать, как будете балансировать моменты пикового спроса и, разумеется, готовить сети.
Да, в Островце действительно блестящая работа проведена, но дополнительные 50% мощности – это дополнительные сети, это, вероятнее всего, дополнительная подстанция. С одной стороны, да, не сказать, что маленькая работа предстоит, с другой стороны, есть время, чтобы все это аккуратно распланировать, в том числе и потребителей на новые мощности.